Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу вам рассказать удивительный случай, который недавно мне рассказала одна женщина касаемо ее сына. Когда он уходил туда, я ему ставила ведьмин купол. Ну и она сама сказала ему, что нужно будет читать. И сказала, что если вдруг попадешь в какую-то ситуацию и некогда будет читать защиту или забудешь, как это делается и так далее, но будет не до этого. Просто скажи: Черед, помоги. Это древний дух, который придет к тебе на помощь. И вот рассказывает такой случай. Они попали в засаду в лесу. Из всего полка остался в живых только ее сын. Его очень сильно контузило. Местность им была совершенно незнакома. Он не понимал, где находится. Еще в таком состоянии. Голова не соображает. И вот перескажу с его слов. Он встал и начал идти по лесу, уже темнело. Идет, куда глаза глядят, не понимая, куда. И вдруг сзади окликивает его человек. И говорит: слушай, брат, ты куда идешь? В ту сторону не надо. Ну, я не буду говорить, что он сказал, кто там есть. Ты, говорит, скоро их встретишь там. В ту сторону не надо идти. Иди сюда, я тебе покажу, куда. И он поворачивается и видит молодого парня. Молодого, улыбчивого парня, обыкновенного парня. Ничего такого необычного в нем не было. В солдатских одеждах. И он ему, значит, так похлопал по плечу и сказал, он запомнил это выражение: братское сердце, пойдем со мной, я тебя выведу. И вот этот парень, зовут его Максим. Вот Максим с ним вместе, значит, начал идти по лесу. Начали говорить обо всем, рассказывать. Тот его, значит, поддерживает за руку. Смотри, не падай. Потом тому захотелось пить. Этот молодой парень ему говорит: пойдем, я тебе покажу источник, тут источник есть. И Максим насторожился, в какой-то момент начал подозревать, а не специально ли он его куда-то ведет, потому что уж слишком хорошо знает местность, что-то непонятное происходит. И тот как будто бы прочитал его мысли и говорит: да нет, ты что? Я, говорю, здесь уже несколько дней, мы здесь разведчики, ну и не мог я себя сразу обнаружить, показать. Ну, теперь-то я, увидев, что есть живые, решил тебя вывести. И тот, значит, все равно подозрительно на него смотрит. Тогда этот парень начал говорить, что они из одного города, рассказывать, в какую школу он ходил. Общие друзья оказались. Одним словом, Максим расслабился, понял, что действительно он его знает. И, практически почти знает, можно сказать, из одной местности. Ребята одного двора. С одного двора или одного двора. Дворовые ребята. Они начали идти. Шли они 2 суток. Потому что нужно было прятаться, потому что рядом. И Максим начал понимать, что такое ощущение, как будто их не замечают. Вот они как бы идут по открытой местности. Он ведет его по этому полю, говорит, где нужно прятаться, где нужно переждать. Он настолько знает все хорошо, и для молодого солдата такое хорошее знание этой местности,
Тем более, что он сказал, что он не оттуда, да, он из их города. И такое ощущение, как будто вот просто все родники знает. Собрал там какие-то ягоды, дал ему поесть. Поднял его, опять повел. И вот они шли, и 2 суток. Значит, он ему говорит: ты поспи, я посторожу. И Максим начал замечать, что этот парень-то вообще не спит. Но он же тоже человек, и он тоже устает, ему тоже, наверное, сон нужен. А он никогда не спит. Он все время говорит: ты поспи, я посторожу. И вот на 3-й день они вышли, значит, вышли из леса, вышли к нашим. И на удивление он просто увидел своего командира, увидел своих ребят. Одну часть отправили туда, как бы, и те погибли. Они думали, что все, там живых никого не осталось. Уже даже домой сообщили, что он без вести пропал и, видимо, погиб. И он выходит оттуда весь в рваных, значит, вещах, весь в крови, с контузией, но вышел. И он, когда он их увидел, своих ребят, командира, ему стало плохо. Видимо, он расслабился, уже опасность миновала, он как-то такое облегчение наступило, он отключился, упал. Когда пришел в себя, начал спрашивать: где тот парень, который со мной был? Медсестра говорит: я ничего не знаю, тебя привезли, я не знаю, ты спроси у своих. Ну, прошло несколько дней, пришли его навещать, и он спрашивает в госпитале: а где тот парень, который со мной был? У него все хорошо, где он? И ему говорят: какой парень? Ты один вышел из леса, никого с тобой не было. Как я один вышел? Я же с ним шел, он же меня вывел. Он говорит: нет, ты шел один. Ты просто вышел один и подошел к нам, и мы тебя увидели. Никого не было там. Может быть, он ушел? Спрашивает. А зачем ему уходить? И как он мог выйти и убежать? Зачем ему куда-то сбегать? Ну, мы же, говорит, вдвоем вышли, он меня за руку вел, я же еле ходил. Как я один был? Я не мог быть один, меня же кто-то провожал. Мне же показывали местность. Он же меня кормил, он же был рядом, дежурил, пока я спал. Он меня сберег и вывел. Где этот парень? Этого парня так и не нашли. И никто не видел. И он действительно, по свидетельствам его друзей, он действительно из леса вышел один. И вот он ночью видит сон. И этого парня. Тот ему улыбается и говорит: ну что, дошел? Все хорошо? Теперь-то ты будешь долго жить. И он говорит: скажи мне, пожалуйста, а кто ты вообще? Куда ты исчез? Кто ты? И он посмотрел на него и сказал: ну ты же меня каждый день зовешь. Неужели ты не знаешь мое имя? И все, и растворился, и исчез. И тогда он только тогда задумался и вспомнил, что он все время при опасности, как мать учила, говорит: Черед, помоги. Кто-то скажет, это контузия повлияла. Вот у человека как бы его контузило, естественно, у него какие-то видения начались, мозговая деятельность. Я вам хочу сказать, что такие потрясения, как ранение, контузия, там, страшный стресс, удар молнии, все что угодно, аварии и так далее, они просто приводят человека в такое пограничное состояние. То есть под влиянием стресса у человека активизируется та часть мозга, которая отвечает за все эти видения и прочее, которое заложено в людях, оно есть. Это не означает, что всем дано видеть или ясновидеть, нет, но есть определенная часть мозга, которая закрывает вот этот, знаете, так, ширма, которая закрывает все потусторонние миры от нас, потому что мы это видеть не должны, если мы хотим спокойно жить. И вот когда происходит такой сбой матрицы,
и у человека нарушается внутри какая-то функция мозга, то вот эта ширма падает, и мы видим потусторонний мир. Потусторонний мир к нам приходит, и мы просто переживаем определенные моменты, как в реальности. И я считаю, что с ним произошло то же самое. Он оказался в таком пограничном состоянии. Он просто оказался между мирами. И вот раскрылось. То есть упала вот это вот забрало, упала эта вот ширма, которая закрывает от нас потусторонний мир. И он увидел его. Но в том обличии, в котором его психика способна его воспринимать, потому что духи, потому что силы, они приходят к человеку в том обличии, в котором они готовы видеть. Вот кого бы он мог видеть? Кого-то там безликого в капюшоне с черными крыльями. Естественно, для него это был бы шок. Может быть, он бы от ужаса и умер бы там. Как он должен был появиться, чтобы человек, которого контузило, воспринял это нормально, спокойно, эту информацию, в виде солдата, который тоже там оказался, который знает всех, то есть для того, чтобы успокоить его, что я тебя знаю, я с того же города и так далее. И сопроводить. И то, что он его видел, а другие нет, ничего удивительного нет. Ведь он пришел для него, ему помочь, его спасти. И поэтому, естественно, он ему виделся, а другие нет. И если бы кто-нибудь видел его со стороны где-нибудь, ну вот, идущим по полю, по лесу, они бы увидели такую картину, что идет человек, сам с собой разговаривает, машет руками, вроде бы на кого-то опирается, кого-то держит за руку, с кем-то говорит, но никого нет, кроме него. Он сам с собой разговаривает. Конечно, это выглядело бы странно, естественно. И друзья, которые увидели, может быть, и видели, что он сам с собой разговаривает, но как бы списали это на контузию, списали это на ранение, естественно, шок, всех потерял, он один остался, понятное дело. Не придали этому какое-то особое значение. Вот так силы сопровождают, просто мы их не видим. А в этом случае был настолько смертельный случай, что тот должен был физически присутствовать практически, то есть должен был виднеться ему, потому что если бы он его не вывел оттуда, то понятно, что он попал бы в их руки или там подорвался бы, потому что там минные поля. И он его привел и вывел, и отдал в надежные руки. А когда увидел, что тот мучается в догадках, кто это мог быть, он просто сказал: ну ты же меня каждый день зовешь. Неужели ты не понял, кто я? Вот так, друзья мои, захотелось поделиться, потому что мне сегодня мы разговаривали с мамой этого парня. И она была, конечно, в удивлении, и он тоже. Хотя он до сих пор думает, что это все-таки был какой-то солдат, но уже начинает смиряться с мыслью, что да, все же он физически был один, а так нет, конечно. Так кто-то его сопровождал. Так что, когда я говорю, читайте защиты, помните выражение, да, молитва матери со дна океана поднимет. Это не просто так сказано. Вы просите эти силы, и ради вас, ради вашей просьбы, эти силы идут и сопровождают ваших любимых, близких, спасают и приводят домой. И таких историй огромное количество. Желаю всем удачи.